Всем привет! Хочу подвести некоторый итог, рассказать наши мысли по поводу того, какие сложности, какие интересные события были в этом году. Мы хотели бы также поблагодарить наших подписчиков и зрителей за тот фидбэк, который мы от вас получаем. Нам достаточно часто пишут какие-то интересные вопросы, дают советы. Эти советы даже иногда помогают нам принимать какие-то решения, решать какие-то проблемы. Спасибо вам. Особенно приятно, когда вот на новогодних праздниках мы встретили нескольких людей, которые смотрят наши видео, и они помогают. Потому что мы изначально задумывали этот YouTube-канал исключительно для того, чтобы показывать, как мы живем, своим друзьям, родственникам, в общем, ограниченному достаточно кругу лиц. Но со временем это стало приносить как бы немножко другие плоды, и поэтому мы достаточно часто стараемся записывать какие-то видео, которые помогают людям, которые уже живут здесь или собираются сюда переезжать. И приятно наблюдать, когда это кому-то приносит пользу. О Тайване достаточно мало информации на русском языке. И мы сами сталкивались с этой проблемой, когда пытались что-то найти. Та информация, которая была достаточно однобокая. Очень мало было каких-то бытовых таких подробностей, да, каких-то лайфхаков. Да. До того, как приехать на Тайвань, мы были здесь с поездкой, такой туристической, так скажем, пробный заезд был для того, чтобы посмотреть, насколько этот остров вообще, в принципе, нам подходит для жизни. И в тот момент та информация, которая была доступна на русском языке нам, и то, что мы увидели по приезду, нас, естественно, немного, да не немного, много испугало. И мы даже в какой-то момент приняли такое ошибочное временное решение о том, что, наверное, нет, наверное, нам это не подходит, мы не сможем и так далее. Благодаря некоторым людям с Фейсбука, в русской группе на Фейсбуке, кто, так скажем, не поленился, да, позвонил или написал нам какие-то личные сообщения и раскрыл Тайвань, так скажем, с другой стороны. Массовая информация, она зачастую, так скажем, однобока, да, чтобы никого не обидеть, потому что у людей, у каждого, кто здесь живет, кто в принципе живет где угодно, у него, естественно, какие-то свои жизненные обстоятельства и свой взгляд на определенные вещи. А так как ту информацию, которую мы находили, которая до этого была доступна, она была от людей, которые живут, в общем-то, в одном примерно социальном статусе, да, и в одном примерно месте, это в основном Тайбэй, то они, соответственно, рассказывали о том, что видят они. Но, как оказалось, Тайвань очень сильно отличается место от места и от того, какой все-таки человек, чем он занят, да, с какой целью он приехал. Ну и, соответственно, мы, рассказывая сейчас свою историю, показываем Тайвань, стараемся показывать его немного с другой стороны. Не стоит верить всему на 100% тому, что вы видите даже у нас на канале, потому что я всегда говорю, что я вижу это так, для меня это так. Если человек приезжает с другими целями, у него другой менталитет, у него другой подход к жизни, у него может все быть совершенно иначе. При этом, естественно, сами люди, которые приезжают, они приезжают тоже с разных регионов. И отношения, вот здесь это очень сильно заметно, у жителей Москвы, например, жителей Дальнего Востока, там, Сибири, Беларуси, Украины, оно кардинально различное. И мнение о том, как здесь, и то, что они рассказывают, и что они замечают здесь, им кажется обычным или необычным, отличается зачастую очень сильно. Поэтому, когда вы смотрите видео, мой вам совет: смотрите изначально, кто это дело записывает, в каком он, социальном, так скажем, статусе, потому что это очень важно, это влияет на его оценку. И если этот человек не вашего социального статуса или не из вашей местности, у него может очень сильно отличаться то, как он это преподносит. Итак, прошел ровно год с того момента, как мы сюда приехали. И сегодня мы можем подвести такой промежуточный итог, рассказать, какие
такие яркие моменты, пройтись по году, да. Первая психологическая, очень большая сложность заключается в том, что при переезде достаточно долгое время, около 9 месяцев, у нас занял процесс получения IRC. Вот эта затяжка, это длительное достаточно время, оно добавляет психологической, моральной сложности, эмоциональной, потому что это ощущение подвешенного состояния. Ну, то есть вы живете в ощущении, что у вас виза, она, да, условно, двухмесячная. В нашем случае первая еще была трехмесячная и непродляемая. Соответственно, вы постоянно живете в ожидании того, что у вас это закончится, и вы вернетесь просто назад, и не можете строить никаких, даже не долгосрочных, а вот там двухмесячных планов. Вы не можете там покупать что-то, да, потому что в любой момент вас могут отправить обратно, и все, что куплено, просто, ну, пойдет на выброс. В этом заключается некоторая такая эмоциональная напряженность, в которой находишься 9 месяцев. Это достаточно долго, это, ну, это действительно тяжело. И к этому нужно быть либо готовым, либо иметь опыт переносить очень высокострессовые ситуации. Нам было достаточно нелегко, и это, наверное, самая большая сложность, с которой мы столкнулись. Замечу, что 9 месяцев до получения IRC изначально это значительно больше срок, чем мы предполагали. А предполагали мы не просто сами придумали этот срок, нам называли эти сроки во многих местах. Ну, например, юрист, к которому мы обратились, фирма здесь, на Тайване, которая гарантировала нам, что мы получим все документы, там шаг за шагом был специальный график. И небольшая нестыковка, из-за которой возникло это недопонимание, произошла из-за того, что все сроки были указаны без учета промежуточных стадий. Ну, то есть получаете один документ, отправляете его в другое подразделение правительства, там рассматривают его 3 дня, ну, это я так условно говорю. Но не учтено, что когда документ выпущен правительством, его отправляют по почте. Почте идет день, вы это получаете, вам нужно что-то с этим сделать, подписать, там, печать поставить. Нужно эту печать пойти сделать, добавляется еще 2, 3, 5 дней, там попадают выходные, какой-нибудь праздник, и все это дело растягивается. Соответственно, если я правильно помню, там что-то начиналось с 45 дней, весь этот процесс в итоге превращается в 9-месячный до окончания. Ну, или такие детали, которые просто пропущены в этом плане, в том, что после получения, например, IRC нельзя получить сразу медицинскую страховку и ходить пользоваться медицинской помощью, потому что есть ограничения. После получения IRC нужно подождать полгода, только потом вы имеете право на медицинскую страховку. Это я сейчас имею в виду тот путь, которым мы шли через регистрацию компании и получение рабочей визы с разрешением на работу. И в итоге, да, медицинскую страховку я получил только несколько недель назад, а моя семья до сих пор живет без медицинской страховки. Им еще нужно подождать месяца 2 до того, как они смогут это сделать. Параллельно в этом году, может быть, вы помните, что весной происходили некоторые события, на первый взгляд, не связанные никак с Тайванем, уж тем более с нами. Были протесты в Гонконге, связанные с тем, что Китай достаточно агрессивно пытался навязать свои законы, свои порядки в этой автономной области, что привело, во-первых, к протестам, а во-вторых, к некоторой напряженности инвесторов, бизнесменов. И очень большая часть из них после заявления президента Тайваня о том, что Тайвань готов принять их всех, они поехали на Тайвань и стали регистрировать компании. И это совпало по времени с тем, как мы прибыли сюда и стали регистрировать компанию. В результате многие сроки рассмотрения документов просто затянулись из-за очень большого числа желающих. При этом у жителей Гонконга был приоритет. Но это не то, что какая-то дискриминация, просто у них действительно горело, им нужно было быстро, и правительство Тайваня старалось это дело решить как можно быстрее, но, соответственно, это растягивало для всех остальных. Вторая большая сложность, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что в московском представительстве Тайваня нам выдали визу без возможности продления, та самая No Extension.
из-за которой мы в самый разгар первой волны коронавирусной эпидемии были вынуждены ехать в Малайзию, продлять визу. В тот момент нам очень сильно помогли многие люди, которые здесь живут. Мы им благодарны, мы это помним и выражаем очень большую признательность, потому что помогали нам действительно, ну это, знаете, как вот бескорыстно, и ну, без этой помощи мы бы просто не справились. Это было похоже на такое очень серьезное сражение, да, со сложившимися обстоятельствами, и было необычно, что людей, которых ты видел один-два раза, да, они помогали, кто-то ездил с нами, помогал разговаривать в правительственных департаментах по поводу решения вот этих визовых вопросов. Кто-то звонил знакомым, друзьям, нам давали какую-то дополнительную информацию. Я вот сейчас вспоминаю так все, что происходило, без какой-то одной из этих деталей все бы пошло пухом просто. И я думаю, мы бы сейчас были где-то, ну, наверное, мы бы сейчас были в России. И все просто, вот все, вся затея накрылась медным тазом, и ничего бы не получилось. Поэтому мы признательны, спасибо вам большое. В этом году мы нашли здесь новых друзей, новых знакомых, которым в сложных ситуациях мы можем доверить, позвонить. И вы можете рассчитывать на нашу помощь, если вам что-то нужно будет, чем мы можем вам помочь. Из нашего видео о той поездке в Малайзию у людей могло сложиться впечатление, что это была такой веселый трип, но на самом деле было очень-очень тяжело эмоционально, потому что мы были постоянно на волоске от провала. Когда летели туда, потому что это была одна из последних стран, куда можно было полететь, там было представительство, которое не принимало изначально граждан не Малайзии для выдачи визы, но нам помогли, организовали там, что мы приедем, нас примут. В момент, когда мы туда прилетели, мы узнали, что Малайзия вспышка коронавируса, и, соответственно, тайваньское правительство закрывает авиасообщение. Мы в последний момент успели купить какие-то билеты, там потеряли кучу денег, невозвратные билеты, какие-то купили зря, в итоге не смогли полететь. Было очень тяжело, потому что мы были там, а вещи были здесь. Вещи, деньги, все, то есть осталось здесь, и мы имели абсолютно реальный шанс не влететь на Тайвань в течение там полугода. Я даже не знаю, у меня не было варианта, как действовать в этой ситуации, учитывая, что мы были с детьми, и я даже не представляю, что бы мы делали, если бы у нас не получилось. Поэтому, ну, это было действительно как сражение, без возможности отступать назад. Всем, кто нам помогал, мы всех помним, всем спасибо. На длительность процесса получения ARC также повлияли некоторые другие факторы, помимо того, что нам говорили немножко зауженные, скажем, без учета каких-то подробностей сроки. Юристы и все, у кого мы спрашивали, кто нас консультировал, они забывали маленькие такие тонкости и детали постоянно по ходу нам выкатывали какие-то новые подробности, которые были для нас неожиданными. Например, нам забыли сказать, что нужно легализовать перевод свидетельства о рождении, свидетельства о свадьбе, и нам это пришлось все решать в пожарном порядке. То есть вам выдают какой-то документ, вам нужно подавать следующий, чтобы запустился, да, вот этот срок, который 45 дней. Но при этом говорят, ну вот нужно предоставить перевод, заверенный в посольстве в Москве. Легализацию ту самую нужно сделать, но и вроде как это не особая была проблема раньше и всегда, поэтому вроде как никто внимания не обращает. Но в нашем случае наложилась коронавирусная волна первая, и, соответственно, период, когда всем в Москве министерства, ведомства, где нужно было поставить какие-то печати, подписи, даже нотариусы не работали, в принципе, работали только по почте. В результате процесс, который должен был в обычном режиме занимать неделю, он в нашем случае занял где-то 2,5 месяца, и мы сдали документы, например, да, для понимания, на
получения IRC моей семьи за 2 дня до истечения крайнего срока, когда их просто бы депортировали отсюда. При этом нарушать сроки нельзя, потому что тогда мы бы теряли право на получение IRC, а выезжать это автоматически означало, что они сюда не вернутся. И это был бы очередной крах всей затеи. В итоге мы понесли, конечно, значительные потери и финансовые, и временные, потому что пока этого не было, да, там следующие какие-то шаги мы не могли сделать и начинать полноценно действовать, работать и так далее. Ну, а эмоционально я вообще молчу. То есть это постоянное нахождение в течение 9 месяцев в таком напряжении, не просто подвешенном, да, а вот прям буквально, то есть там, вроде казалось бы, уже все, у меня есть IRC, но если моя семья не получает, то как? То разъезжаться по 2 странам, ну это, в общем, я не представляю, как это бы разрешилось. Ну, сейчас, находясь здесь, естественно, ощущение такое небольшого релакса, но теперь нужно работать, а пришла усталость от вот этого напряжения. Я надеюсь, что в следующем году будет намного легче, потому что таких сложностей, ну, я уже не ожидаю. Еще одна сложность, о которой стоит упомянуть сегодня. Когда вы приходите в любой банк, происходит примерно одна и та же ситуация. Они с радостью вас встречают, видя иностранцев, все прекрасно, замечательно. То есть, но разговор идет прекрасно и здорово до тех пор, пока они не говорят: ну окей, давайте ваш паспорт и начнем делать, там, открывать счет, делать перевод, еще что-то там, конвертацию валюты. И когда они вводят этот российский паспорт в свои системы, у них высвечивается обычно какая-то красная там надпись, страны, причисленные к рискованным, которые требуют дополнительной проверки. Это касается не только российского паспорта. Я был удивлен, но на самом деле тоже работает и с украинскими паспортами, с Белоруссией. Не знаю, чем они провинились, но есть определенный список стран, и, к сожалению, Россия в этот список входит, и паспорта этих стран, они пугают. То есть все прекрасно до того, как они видят именно российский паспорт. Причем ты можешь сказать, что я из России, из Сибири приехал. Все говорят: о, классно, здорово, такая большая страна, все замечательно, все прекрасно. Ну, то есть как бы к самой стране претензий нет. Есть претензия именно к паспорту этого государства. Ну, видимо, есть основания. Ну, в смысле, я знаю, что есть основания у местных так себя вести, поэтому к этому относишься, конечно, спокойно, но заботы, проблем это, естественно, добавляет. То есть даже элементарное открытие счета, даже не своего, не частного счета, а открытие счета для компании вызывает очень большие сложности и преодолевается, ну, так, с трудом. Потом, да, когда у вас уже есть один, второй счет, какая-то история, ну, доверие возрастает. Что касается тайваньского партнера, тайваньского друга, очень частая фраза, которую можно услышать, ну, в магазинах, в банках, опять же, когда пытаешься что-то решить по бизнесу, при первых сложностях коммуникации, либо если человек узнает, что ты не американец, не француз, не немец, тогда кто? Ну, говоришь: я из России, и тут это, а у тебя, может быть, есть тайваньский друг? И сначала это выглядело как, типа, давайте пригласим какого-то переводчика, ну, что, типа, мы не очень понимаем, у нас будут трудности в коммуникации. Но я так все-таки начал подозревать, как ближе к концу года, что есть небольшое опасение, недоверие к людям из России, и тут перемешивается, то есть это не дискриминация, сразу скажу, это не какой-то там расизм, национализм, это боязнь, что они вас просто не поймут, потому что они примерно, я так понимаю, понимают, что можно ожидать от жителя, например, там, Австралии, от жителя Америки. Они об этих странах достаточно много знают. О России, так же как и россияне о Тайване, я так понимаю, знают они немного. Соответственно, вы для них такой непонятный человек, да. При этом я думаю, что шлейф вот каких-то новостей связанных с Россией,
добавляет, ну, так скажем, серых красок в эту картинку. И внешний вид человека при этом играет такую немаловажную роль. Я еще заметил одну деталь, которую тоже нужно учитывать при общении. Наша мимика естественным образом отличается, и манера разговаривать отличается от азиатской. И очень часто я стал замечать, что в тот момент, когда я разговариваю абсолютно спокойно и стараюсь быть очень вежливым, тайваньцы достаточно часто воспринимают мое поведение, мой стиль общения и то, как я пытаюсь донести, что я хочу сказать, как агрессивность. Я не знаю пока, как с этим бороться. Я стараюсь быть максимально вежливым, и по российским меркам я просто очень высоковежливый человек, но здесь из-за вот этой вот сложности понимания того, что даже это не языковой барьер, это именно вот мимика, да, лицо, выражение лица, как вы смотрите, как вы изображаете там руками что-то. Вот это все иногда им кажется агрессивным, и они стараются держаться в стороне. Ну и, соответственно, про тайваньских друзей, тайваньских партнеров. Поначалу мы предполагали, что мы вполне можем с нашим опытом, с нашей коммуникабельностью решать все вопросы сами и построить бизнес целиком и полностью сами. Потом подвернулась такая возможность, что работать вместе, да, и я предложил человеку стать партнером. Он согласился, и вот сейчас, только сейчас я понимаю, что вот этот год был, в принципе, непреодолим, если не иметь тайваньского партнера. В нашем случае это основная причина, естественно, языковой барьер. Мы, когда готовились переезжать на Тайвань, ошибочно решили, что язык мы будем изучать здесь методом, так скажем, погружения. Многие нам говорили, что когда вы приедете на Тайвань, в среде вы будете изучать язык, это будет происходить очень быстро. Собственно, поэтому мы, не особо напрягаясь, изучали китайский язык, начали изучение его в Новосибирске. Там была дополнительная проблема в том, что практически все учителя, которые есть по китайскому языку, они учат на упрощенке. Мы решили, что окей, если вот так, мы приедем на Тайвань, будем в среде, будем учить, наймем также приходящего учителя 2 раза в неделю и будем изучать. Но прошел год, скажем так, что прогресс у нас не очень значительный, разговаривать мы практически не можем, какие-то только совершенно элементарные фразы, слышать я так и не научился. И вообще надо заметить, что китайский язык абсолютно не учится на слух. Ну, по крайней мере, у нас. Да, дочь 9 лет, пошла в школу. Каждый день, находясь в школе, в полном погружении в языковую среду, она начала говорить где-то через 3 месяца, через полгода она разговаривает уже достаточно свободно со своими одноклассниками. Но если вы приезжаете сюда, вы взрослый человек, у вас такого погружения просто быть не может, и, соответственно, у нас это произошло так. Многие тайваньцы знают английский язык, и даже если вы пытаетесь разговаривать на китайском, они отвечают на английском, потому что они хотят попрактиковать свой английский язык. И, соответственно, получается такой микс, из-за которого, в принципе, не запоминается. Вот я из разговоров, из разжевания, ну, наверное, может быть, 2-3 слова только узнал. Все остальное только заучиванием из учебников, но режим 2 раза в неделю не позволяет изучать нормальный китайский язык, особенно если не хватает времени посвящать хотя бы 1 час каждый день на обучение. Он просто не закрепляется в мозгу, он не переходит в стадию, когда вы начинаете общаться на улице, там, в магазинах и везде, и, соответственно, нет практики, все эти слова забываются, приходится снова это все повторять, возвращаться. Поэтому многие люди, которые здесь живут, даже те, кто живет 10-15 лет, есть люди среди них, которые не говорят, не знают, не читают по-китайски, не пишут. Я чувствую постоянно сдерживающий дискомфорт из-за того, что я что-то не могу сказать или услышать простые элементарные вещи. Язык учить придется. Без него жить, ну, очень тяжело здесь. А единственный правильный вариант, который есть, это идти на курсы.
Все, кто ходили на курсы, это год-два курсов, и все разговаривают. Все говорят, что да, я вот жил там какое-то время, и потом просто не знал китайский язык. Я думал, что вот там буду учить его, но он не учится почему-то. И потом пошел на курсы, и вот в этих курсах, да, в ежедневном режиме в течение года китайский язык изучается, и уже можно дальше, видимо, как-то развиваться самому. Но в нашем случае у нас просто физически нет ни времени, ни возможности уделять именно столько времени, потому что оказалось, что вечерних курсов китайского языка, ну, мы, по крайней мере, не нашли, и нам никто не может подсказать, где это есть. А на дневные это, соответственно, пересечение с работой, и так как все-таки работа это основное, построение бизнеса, особенно в самом начале, ну просто нет никаких вариантов. Поэтому мы сейчас в подвешенном состоянии, нам из-за этого тяжело, это дискомфорт, это ощущение беспомощности постоянно и такой очень сильной ограниченности. Поэтому, если вы собираетесь, учите китайский язык, начинайте максимально это делать в России. Даже если это будет не точный, не корректный вариант традиционки в Новосибирске, лучше это учить там и адаптировать уже здесь по приезду. Большим открытием этого года на Тайване для нас стало также то, что мы не смогли реализовать ту концепцию, которую предполагали здесь реализовать. Когда мы жили в России, если нам что-то нужно было сделать, нам приходилось делать это по принципу «хочешь делать хорошо, сделай это сам», потому что должного уровня квалификации, именно квалификации, да, людей было очень сложно найти. Если эти люди находились, они были очень сложно мотивируемы к достижению какого-то результата. То есть, ну, там предлагаешь заплатить, сделать что-то, он это потенциально может сделать, но он не хочет. Ну, просто не хочет. Я не знаю, с чем это связано. Оставим это в прошлом. Предполагалось, что Тайвань, как высокоразвитая страна, имея достаточно развитую промышленность, что здесь будет ситуация иная. И что мы сможем фактически раздробить все наши задачи на какие-то мелкие шаги и степ-бай-степ решать их, просто находя нужных исполнителей, оплачивая их услуги. И почему этот вариант у нас был в голове, почему мы так решили, что так должно быть? Потому что когда смотришь на страну, в которой производятся какие-то очень высокотехнологические вещи, возникает ошибочное представление о том, что если человек, ну или компания может создать, ну условно там, например, ноутбук, да, или какую-то там суперчип, то уж что-то простое она может сделать тоже. И вроде как вот это вот ощущение доступности каких-то технологий возникает, что вроде город Тайчжон, здесь производится куча всяких станков высокоточных, токарных, фрезерных, обрабатывающих центров. И кажется, ну где, если не здесь, найти нужное оборудование? А мне там нужно-то, ну, какой-то простой станок, да, я там его быстро закажу, мне его сделают, здесь должно быть куча компаний. Но это ошибка. Если компания выпускает, как оказалось, выпускает там обрабатывающий центр, это вовсе не значит, что она будет выпускать что-либо вообще еще. Мало того, все компании, с которыми я сталкивался, ну точнее так, ну наверное 95%, если у них есть в их наборе того, что они производят, ну например 3 станка, они их только 3 производят без возможности каких-либо таких серьезных более-менее модификаций. Не говоря уже про то, что они возьмутся делать что-то совершенно иное. Если компания занимается производством какого-то чипа, она делает только его. Она его делает там десятилетиями, у них есть налаженные поставщики, у них есть налаженный сбыт. И, соответственно, большинство этих компаний даже не заинтересовано в том, чтобы искать кого-то еще, потому что у них загрузка линейки стопроцентная, у них есть продукт, у них есть поставщик, и эта цепочка отлаженная, она работает. Никто не хочет отвлекаться и делать что-то для вас. Мелкое, маленькое и так далее. Да, есть компании, которые занимаются, ну, так скажем, ОЕМом на заказ, но, опять же, интерес к изначально новому проекту у них не очень значительный, потому что даже если вы выйдете на какие-то крупные обороты,
в своем проекте, в их объеме торговли, их объеме производства, это настолько незначительно, что им зачастую просто неинтересно. То есть я столкнулся с тем, что реально интересуются нашими заказами только те компании, которые в ходе коронавирусных вот этих всех сложностей потеряли заказчиков. И они, да, они согласны что-то сделать, но закатывают ценник такой, чтобы им на их услуги, чтобы им окупить все свои проблемы и простой каких-то маленьких компаний, которые бы специализировались, ну, например, на каких-то разработках чего-то нестандартного, их очень мало. И с теми компаниями, которые мы столкнулись, которые вот есть в интернете, да, можно найти там, кто мы делаем там на заказ какой-то разработку каких-то проектов. Мы вот достаточно много времени потеряли, объезжая эти компании, разговаривая с ними на тему технологических возможностей и возможности размещения у них этих заказов. И в итоге получилось, что их уровень э, профессионализма оказался просто недостаточный для того, чтобы выполнить именно ту задачу. Я не знаю, почему, потому что, ну, то есть предыдущие, все портфолио этих компаний показывало, что они вроде как должны с этим справиться. Я не знаю, почему такое произошло, но вот конкретно по нашим проектам они либо отказывались, либо тот, кто брал делать, была такая одна компания, делали они совершенно не то, и у меня появилось четкое осознание, что они это делают не специально, не случайно, а просто в силу того, что они вообще не понимают физику происходящих внутри вещей, и, ну, как слепые котята, просто тыкаются наугад, и мы решили приостановить этот проект, поставить его на паузу, вернуться к нему позже, когда у нас появятся дополнительные возможности, чтобы этот проект реализовать. В общем, сложности возникают, причем они возникают таким очень неожиданно, в неожиданном месте. И это нужно учитывать, если вы хотите запустить здесь что-то, и вам кажется, что здесь можно запустить буквально все. Да, можно буквально все, но это не место, где легко запускаются инновационные проекты. Это идет тяжело, по крайней мере, в тех вариантах, которые попробовали мы. Я не знаю, не буду рассказывать про всякие бизнес-инкубаторы, которых здесь есть, да, их здесь достаточно много. В один из них я съездил, мне он не впечатлил меня. Мне показалось, что это как больше такая ширма-выставка, где показывают, какие мы крутые, но сделать так мы там ничего и не смогли. Не знаю, как насчет остальных, но в какой-то момент мне просто надоело тратить на это время, и мы решили переключиться на другие проекты, где нам не требовалось тратить столько усилий и времени на то, чтобы это все запустить.